Когда-то я мечтал увидеть, как на горизонте переливаются разноцветные поля тюльпанов. Как живут люди других стран. И как ветер крутит лопасти старых мельниц. Сегодня мы здесь. В стране, где прошлое и будущее живут бок о бок. Добро пожаловать в Нидерланды. Алиса, кто это? Куипа. Куипа. Я чувствую себя старушкой. Он делает вот так. Тики-тики-тики-тики. Подъезжая к Нидерландам, понимаешь, что ты уже близко, по ровному горизонту дорог. А граница для белорусов производит впечатление. А где граница? Это же какая-нибудь линия, нет? А вот, смотрите, вот она линия. Линия разметки. Как бы хотелось, чтобы так было везде. Как понять, что мы уже приезжаем в Нидерланды? Это по дороге. В общем, здесь начинается велодорожка, это уже Нидерланды. А вот это все Германия. Как красная дорожка. Встречает. Живешь ты такое, ничего не подозреваешь, радуешься жизнью, а тут приезжаешь на местность и понимаешь, что ребятки построили себе огромный форт 500 лет назад и живут там и не горюют. А к нему подобраться нельзя, вокруг вода. Сейчас сверху покажу. Что? Что они там делают? Разговаривает. Кино? Очень грустно, что идет дождь, но это очень забавно. Они прямо здесь живут, в этом форте. Форт. У них вон там парковочка, это их не дома. И здесь есть парк. Ну, правда, сейчас там никого. Но он... А нет, вроде кто-то сидит. Но выглядит очень красиво. У них есть своя синагога. И очень забавные деревья. И вот такой миленький домик. И у него весь заборчик сплетен из деревьев, веточек. Прям въезжают. Ну а мы направились искать место для ночлега. Нас сопровождал дождь и удивительное небо в закате уходящего солнца. Самое забавное, что как раз таки там изображение. К сожалению, камера и близко не передает того, что мы видели своими глазами.
Столь невероятной красоты в дождливую погоду мы еще не видали. Казалось, что мы находимся как будто на другой планете. Вот и место ночевки. В этот раз мы решили испробовать ночлег в машине и сэкономить на аренде жилья, ведь в Нидерландах это недешево. Новая серия Егимастер. Настало твое время. Отмечаем нашу первую ночевку в этой машине и ложимся спать. А с утра... Папа, там уже был свет ничей. Папочка, тебя хотят снять. Папочка, мы тебя хотим снять. В общем, мы заехали на какую-то парковочку ночью. Вот. Сугубо ничего. Трасса, парковка, лес. Запарковались, постелились, перекусили и спать легли. Ночью было немножко, конечно, прохладно, но мне. Алиса была вообще всю ночь тепленькая. Вот с утра проснулись, кушаем. Поели и выдвинулись в место, которое мне очень хотелось посетить. Знакомьтесь, это 32-километровая дамба Afsluitdijk, построенная в 1932 году по проекту Корнелиса Лely, который еще в 1891 году, за 40 лет до строительства дамбы, предложил идею перекрыть залив Зёйдерзе дамбой. Но тогда проект посчитали дорогим и неактуальным, ведь наводнения были, но незначительны. Но после разрушительного наводнения в ночь с 13 на 14 января 1916 года, в котором погибло более 50 человек, были затоплены десятки деревень и разрушены тысячи домов и ферм, погибли десятки тысяч голов скота, а питьевая вода была заражена, что вызвало вспышки болезней. В тот момент терпение Нидерландов лопнуло, ведь люди устали от постоянного страха перед морем. И идея, которую когда-то предлагал Корнелис, наконец-то получила зеленый свет. И в 1927 году началось грандиозное строительство. Люди, техника, баржи, камни, песок и миллионы тонн материалов. Каждый день дамба удлинялась. И 28 мая 1932 года последний участок воды был перекрыт. Так появилось озеро Эслеймер, которое со временем опреснилось, а вместе с ним появилось ощущение безопасности. На самом деле это вообще что-то прям невероятное, потому что с той стороны море, с этой стороны тоже очень похоже на море, но я вижу очертания, и все усеяно ветряками. Это, конечно, прям прикол вообще, такого никогда не видал. И не зря это называют еще одним чудом света, потому что люди сотворили такое невероятное. 30 километров просто среди воды для того, чтобы там, с той стороны, можно было сушить суши. Это, конечно, прям впечатляет. Я такого не видел. Единственный нюанс, где вот мы стоим, это Машкара. Очень много. Сейчас не видно, но я, наверное, сейчас покажу. Очень много. Просто рой, не знаю. Песня. Это мне нравится. Топ. Короче, какой прикольный момент в Нидерландах, это то, что, сделано все для людей. Едешь ты такой по трассе, по скоростной, и забыл, сколько там, может, знак пропустил или что. И они по всему пути маршрута, они дублируют этот значок, чтобы ты такой, увидел, да, 130, можно ехать дальше. Это, конечно, приятненько. Передвигаясь по Нидерландам весной, можно насладиться красотой полей и разноцветных горизонтов. Но некоторых это даже не удивляет. Алиса, это что ты говоришь, зайка? Там вон коровки еще. Простое обычное поле. Я таких полей хотел бы видеть всегда. Простое обычное, Сашка. Простое обычное.
Мы приехали в город Алькмар, где встретили вандалов, которые портят сиденья велосипедов. И сюда мы приехали неспроста, ведь тут каждую пятницу с 10 утра до 2 часов дня сыр не просто едят, а торжественно несут на носилках, как королевскую особу. Это не музей и не реконструкция, это живая традиция, которой уже более 430 лет. На главной площади Алькмара, Вак-Плейн, каждую пятницу с апреля по сентябрь проходит знаменитый сырный рынок, который существует с 1593 года и все еще выглядит так же, как и в 16 веке. На площадь выносят сотни головок сыра, обычно это гауда или эдам. А дальше начинается магия. Появляется гильдия носильщиков сыра в белой форме с цветными шляпами. Они носят сыр на специальных носилках, на которых помещается до 80 кг сыра. И делают это в особом стиле, быстрой синхронной походкой, которая называется Каас Дрэгерсдраф. Во время представления женщины в традиционных нарядах дают проверить, насколько тяжелая головка сыра. А также продают различные сыры. Also wir haben auf jeden Fall ein halbes Kilo jungen Gouda, ein halbes Kilo alten Gouda. Und der hier ist vom Alter her dazwischen und hat Boxhornklee mit drin. Also so ein bisschen nussig vom Geschmack, ein bisschen süßlich. Dann gibt es Käsekekse dazu. Ein Balsamico-Zimt-Dip. Der ist ganz lecker, wenn man den Käse so in Würfel schneidet und dann da rein dippt. Und ein Schlüsseldinger ist noch mit dabei. Das ist alles in der Kühltasche. Но больше видов сыра можно попробовать и купить в палатках вокруг площади. А теперь в самое сердце ритуала. Вот они, легендарные весы. Именно тут столетиями решалась судьба каждой головки сыра. Взвешивал сыр не простой рабочий, а специальный человек, оценщик, и его слово в буквальном смысле имело вес. Также на этих исторических весах могут взвесить и вас. После чего вы получите сертификат на ваш вес. О, тебе дали сертификат. Сколько ты весишь? 19 килограмм. Они только не понимают, я наоборот. Алькмарский сырный рынок – это не просто туристическая фишка города. Это взгляд в историю страны, где сыр был почти национальной валютой. Ну и как же в таком сырном месте и без сырного бутербродика? Ну как? Вкусненько? 7 евро. А шоколад? Попробуешь? Малиновый джем и нутелла. Ну как оно? Но Алькмар – это не только сырный рынок. Это очень красивый город с красивыми улочками и зданиями. И тут можно понять, что Нидерланды – это про открытых людей, которым нечего скрывать. Их домашний быт не скрывается за шторой, а иногда и двери нараспашку. Да? Сразу понятно, куда ехать.
Мы приехали в Заансис Ханс и сразу поняли, насколько это популярное место. Ведь все места на парковке были заняты, и нам пришлось немного покружить, чтобы где-то оставить машину. Попадая в поселок, чувствую себя частью пейзажа на открытке. Все очень аутентично. Ветряные мельницы вальяжно крутятся на ветру, деревянные домики и местные жители, которые отдыхают рядом. Каналы с лебедями и луга, но не с коровами, а с овцами. Или с человеком, который Отдыхает. Ну, поставлик. Тут не просто музей, это живой поселок ремесленников. Вот, например, хижина, где изготавливают деревянные кломпы, те самые голландские башмаки. Вся мастерская пропитана приятным запахом обработанного дерева и историей. Тут вам проведут мастер-класс по изготовлению этих чудо-башмаков, которые тесно связаны с культурой Нидерландов. Тут же можно купить башмаки и себе. Их тут на любой вкус и размер. Также можно посетить хижину с историей, в которой изготавливали сыры. А еще можно попробовать и купить местный сыр. Все классно, но будьте готовы просто к ажиотажу. Это мама купила вообще. Что это? Такие печенье с таким сыром. С сыром. А может попробуешь мои трюфельные? Ага, вкуснота. Пахнет как обычное печенье. А по вкусу? Сырная печенька такая. Вкусно? Стоит брать. Да, обязательно выйти такие печеньки с сыром. Несмотря на толпы туристов, Заансис Ханс удивительно спокойно. Все вокруг будто шепчет: замедлись, отдохни и почувствуй то, как зарождалась культура этой страны. Что хочу сказать, здесь красиво, но по факту это огромный рынок. В каждом домике какие-то магазины, каждый что-то пытается продать за хорошую цену. Видео для мамы. Сколько должна стоить вышивка минимум? 25. 49. Но погулять здесь можно. Ну, красиво. И все бесплатно. Ну, гулять бесплатно. В магазинах за денежку. И в музеях за денежку. Ну а дальше мы направились в прекрасный и спокойный город Харлем. Прокатились по его красивым улицам и направились туда, куда стремятся все.
к морюшку. Передвигаясь в темноте по Нидерландам, можно увидеть, как олени спокойно гуляют у дорог. Или лебеди, которые готовятся ко сну. Завтракаем и отправляемся еще в одно очень удивительное место. Мы приехали в Кокенхоф. Это один из самых знаменитых парков цветов в мире. Из-за того, что он самый знаменитый, здесь огромное количество людей, просто огромное, невероятно. И сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. Так сказать, посмотрим на красоту. И если вы думаете, что я преувеличиваю с количеством людей и тем, что это самый популярный парк цветов в мире, то посмотрите на количество машин. И это я снимал перед отъездом в 3 часа дня. А если вы взглянете на дорогу, которая находится слева, вы поймете, насколько там затруднено транспортное движение. Сверху слева вы можете увидеть парковку с автобусами, которые приезжали полные. А с другой стороны парка есть еще одна такая же большая парковка для транспорта. В парке собрано множество разнообразных локаций, и все их посетить, наверное, невозможно. Некоторые я даже там и не видел. Вот, например, справа в углу люди ходят по воде. Или вот, люди ходят по большому лабиринту. А вокруг парка бесчисленные поля тюльпанов на любой вкус и цвет. И каналы, по которым плавают кораблики, на которых можно взять экскурсию и поплавать вокруг этой красоты. Также возле парка можно арендовать велосипед и кататься в окружении тюльпанов по велодорожкам. Но в сам парк на них нельзя, который... Работает весенний сезон, и тут представлены разнообразные композиции всяких цветов, в частности тюльпанов. Пойдем вместе смотреть. Билет в парк стоит 25 евро плюс, нужно платить за парковку машины. На входе можно взять карту, чтобы не заблудиться, и вперед. Наслаждаться всевозможными красками, которыми богата наша природа. Красивые цветы, кстати.
Вот такие красные тюльпаны. Пестики росли. Смотри, вот так выглядит. Гуляя по парку, замечаешь, что даже самые равнодушные к фотографии превращаются в художников, которые хотят запечатлеть каждую краску весны. Тут можно встретить танцующих людей или тех, кто просто сидит на травке и наслаждается красками, но не Алиса. Тут собрано огромное количество разнообразных цветов, и мне показалось, что пара кустов смотрела на меня осуждающе, потому что я не знал их названия. Отдельные букетики. Что это? Представлены любимые цветы твоей жены, Саша. За Как? экстрамерия. Как же это никуда не попадет? Ну что действительно классно, для детей есть огромная детская площадка. В целом очень красивенько, но из-за количества такой большой красоты устаешь. Устаешь от красивого и надоедает. Поэтому здесь лучше не находиться очень долго. А в целом замечательно. Человекопоток просто невероятный. Столько людей. И самое что забавное, разные национальности. И индусы, и китайцы, и корейцы, и все подряд. Очень много. Это прям интересно. Ну а после парка мы отправились в не менее интересное место. Знакомьтесь, это музей тела человека. Музей, в который попадаешь в прямом смысле через попу. И путешествуешь по телу. Сначала идешь по кровеносным сосудам, чувствуешь себя как эритроцит на экскурсии. Место, где одновременно и жутко, и очень интересно. Смотришь, как все устроено. Можно даже попрыгать по языку. И почувствовать себя съеденным по ошибке вместе с бургером, каким-то великаном. Посмотреть на пейзажи из носа и почувствовать ароматы. Или взглянуть на глаз изнутри. А в мозгу можно просто расслабиться и посмотреть, как пульсируют нейроны под спокойную музыку. На выходе из музея есть всеобразный интерактив для детей. Ну и еда. Но не дешевая. Кто милует анатомию. Вот они вообще гуляют, и им как бы все равно. Даже не сильно переживают. Да, посматривают на меня, но спокойные вообще ребятки. Ну а на вечер мы оставили самое вкусное. А именно колесо обозрения, построенное над Северным морем. Погодка для колеса обозрения нелетная. В апреле там было прохладно, и мы кутались чем могли. Skyview de Pier – это 45-метровое колесо обозрения на пирсе Шевинген в Гааге, с которого открывается панорамный вид на пляж и город. Ну что, мадам? Немножко, да. Сашка страдает, что захват уходит. Мадам, как вам в этом колесе обозрения? Так, немного
Страшно немножко, но вот так, кстати, мы еще ни разу не катались. Це правда. А там у нас закат. А если скучно, сейчас вафли принесут. Це неправда. Это улучшает ситуацию? Не улучшает ситуацию? Сейчас пойдешь в машину, я буду с папой есть вафли, серьезно. Мы не пойдем на батутах, с соплями, Алиса. Там холодно, на улице прыгать на батутах. То есть вафли мне, не знаю, отдавать обратно? Если ребенок в Гаге на набережной хочет на батуты. А все вот эти вот ваши развлечения? Мама, Что? Они подпрыгивают, и ты вылазят. Да. Я бы так тоже делала. Несправедливость? Ну вот, все, Алисе кроватку мы нашли. Что это, Алис? Кроссовка-кроватка. Кроссовка-кроватка? Колесо это прикольно, мило, но это колесо, ничего особенного. Находясь в Гаге, нужно обязательно посетить очень архитектурное место. Очень жалко, конечно, что здесь, сейчас темно, но сюда бы пригласить пару людей было бы, ну, прям супер, да? Если вы понимаете, о чем я. Хочу вам представить спонсора быстрой еды по утрам. Банки из Нетто. Банки из Нетто. Покупайте и не страдаете. Очень классная штука. Ничего сложного. Сегодня у нас будут какие-то спагетти. Вот так. Эх. Но бывают разные вкусы, там бывает картошечка, супчики всякие. Сегодня у нас спагетти в томатном соусе. Попробуем, чем она нас сегодня порадует. Алиса, посмотри, какой корабль. Точняк, а я тоже, знаешь, снимаю и думаю, что это лайнер. Вот такой огромный, с реки каюты. Holland American Line. Сейчас воскресенье, 11 утра, на улице никого нету, возможно, из-за Пасхи. Ну так, немного людей. И мы сейчас находимся в Роттердаме. И это, конечно,
что-то удивительное, потому что здесь скопление архитектурных шедевров просто, зашкаливает. Хотите, можно жить в обычных маленьких нидерландских домиках, которые, в частности, повсюду такого формата домики. Можно жить вот в такой обычной высоточке или вот что-то подобное. Хотите вот себе дом со шпилей, хотите что-то типа как в Америке, или огромный просто дом, в котором находится рынок, а все вокруг вот этого вот по кругу, это все квартиры, в которых живут люди. Или вот еще один такой архитектурный шедевр. Мы сейчас туда пойдем посмотрим, что там внутри. Я сейчас даже не понимаю, как можно в этом жить. В общем, что собой представляет каждый домик? Это вот такая вот подъездная группа, вон дверька, вход. Здесь, возможно, типа там раздевалочка, я не знаю, прихожая. Будет лестница, по идее, наверх, но я думаю, что мы сможем такое увидеть. Ну и наверху находится куб, который на углу. И, собственно, уже это сама квартира. Вот здесь вот даже можно увидеть, вот тут вот баночки с протеином. Короче, нам повезло. Вот это вся очередь, чтобы посетить один из домиков. Эти дома построены в конце 70-х годов архитектором Питом Бломом. На первом уровне находится прихожая и лестница. Мечтаешь в таком домике жить? Нет. Утром в садик докатить. Дом-музей открыт практически каждый день, а билет стоит 3 евро. После первой лестницы вас встречает гостиная с большими окнами, которая примыкает к небольшой кухне. Да, но тесновато. Я бы тут, конечно, с ума сошел. Такой домик можно купить за 380 тысяч евро. И он 100 метров квадратных. Неплохо. Далее вторая лестница на 3-й уровень. Тут уже поприкольнее. Тут уже кабинетик. Всякие интересные вещички. Вау! Всем любителям «Звездных войн» привет! Всем любителям «Властелина колец» тоже привет! И 2 оригинальных. Пойдем. О! Здесь рабочий кабинет. Тут спаленка. Здесь у нас вид на лестницу, и гардероб. Ну да, не густо, не густо. Еще на этом этаже санузел, но там немного места. А, не, вон там ванна. Вот там вон ванна. И есть еще 3-й этаж. Кактус. Иногда это помещение используется как рабочий кабинет или терраса. Потолки и стены наклонены, поэтому мебель нужно сделать только под заказ. Ну и как тебе? Главное здесь? Если архитектура нормальная, есть архитектура ради архитектуры. Не знаю. Это прикольно, но не для жизни. Как минимум не для нашей. Но я перечевала такое, как хостел, мне кажется, очень классно. Да, как съем жилья, это забавно. 400. Да, конечно, по таким лестницам не каждый справится ходить. Давай, Алиса, давай. Идешь ты такой, идешь по улице, и вдруг внезапно лестница куда-то наверх.
Это просто чтобы идти не вдоль дороги, а по верхушечке. Цветочки у людей. Это маркет-холл. И самое прикольное в этом здании то, что вот это все вот по кругу это квартиры, а внутри очень известный рынок. Мартхал – это знаменитый крытый рынок в центре Роттердама. Место, где архитектура встречается с гастрономией. Сразу бросается в глаза огромная арка в виде подковы. А если обойти здание сбоку, то складывается ощущение, что это обычный многоквартирный дом. На верхних этажах люди имеют внушительных размеров террасы с видом на город. Мы идем на рынок. Попадая внутрь, первое, чего невозможно оторвать глаз, это огромный сводчатый потолок. Его высота почти 40 метров, и вся поверхность покрыта невероятным арт-объектом, который называют Сикстинская капелла Роттердама. На гигантских панелях изображены цветы, овощи, фрукты, жуки и рыбы в гиперреалистическом стиле. Общая площадь росписи более 11 тысяч квадратных метров. Этот рынок очень красивый, кстати. На крыше, как вы видели уже, красота. Тут прохладненько. На улице пожарче. А внизу настоящий калейдоскоп вкусов. Под одной крышей находится индийская кухня, японская, корейская, китайская. И так как мы находимся возле моря, много морских деликатесов. Алиса, что здесь нужно попробовать? Крокет. Кого? Крокет. Ну пойдем искать. Ну и раз мы не на спортивной площадке, а в гастрономическом месте, крокет – это не спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке проводят шары через ворота, расставленные на площадке в определенном порядке. А крокет от французского «хрустящий» – это обжаренные во фритюре цилиндрики или шарики с мягкой начинкой внутри и хрустящей панировкой снаружи. А в Роттердаме это не просто закуска, а культовое блюдо. Знаменитый нидерландский крокет. Майонез девчонок. Какая-то картошка внутри. Пюре картофельное со шкварками. Тут 6 разных шариков. Я чувствую себя как в Гарри Поттере. Мне попался, кажется, с каким-то томатным супом. Потому что это какая-то жидкая штука внутри. Очень похоже на баночный суп. Можно просто взять пробный сет, не брать крокет. В пробном сете есть оригинальный крокет только в шарике. Ну и на самом деле это, ну прям не очень вкусно. Один вкус с грибами. Не мое, но если кому-то может кому-то и зайдет. Вот такое слово, то, что мы даже не стали доедать, а Алиса взяла тут вещи. В приморских странах нужно пробовать не только крокет. А еще, находясь в Нидерландах, нужно попробовать их селедку. Она находится в таком бутербродике. Попробуй. Селедка. Ну, вкусно. Как же я тогда ошибался? Это не просто селедка, это шедевр вкуса. Теперь, каждый раз находясь возле моря, я покупаю эти бутерброды. Это очень вкусно. Будешь пробовать? Я буду. Я решила попробовать устрицы. Как всегда, есть лимонная косточка в лимоне. Нужно сделать. Что нужно сделать? Ее полить соком лимонным? Да. Все, Жуй. Глотай, просто проглотить надо. Надо проглотить. Вкусно? Надо глотать. Глотай. Заешь. Глотай. Проглотить надо. Не надо жевать. Ну как? Кислая. Хочешь знать, сколько стоила устрица? 3 евро. А люди стонут и плачут. Смотри, это твоя, ты сама съела теперь. Можно брать? Это теперь
Твоя. Очень красиво, кстати. А еще в Мартхал есть лучший тапас-бар Нидерландов по версии 2016-2017 года. 21 Пинхас тапас-бар. Тут продают авторский тапас на хрустящем хлебе. Ну и мы тоже не удержались. Котик, мы тебе взяли с рыбкой. Смотри, какая красота у тебя. А я себе взял самых странных. С бри, хотя и не сыроед. А Женя взяла вот такие. Подожди, а что это? Наверное, не какой-то не такой. Ну ладно. Ну я их тоже попробую. Так, бри с луком и грибочком. Вкусно? А вон. Вы едите мухомор? Едим хамон, а не мухомор. Ничего особенного. Это же спешл. По виду с оливье, если честно. Как это Я не в рот знаю. положить? Бочком. Вот мама моя. Спешл какой-то не очень спешл. А пока мы кушаем, люди из квартир занимаются своими бытовыми делами. Кто-то моет окна, а кто-то отмечал день рождения. И я бы, наверное, не смог бы жить в таком аквариуме у всех на виду. Ведь практически ни у кого нет шторок, и все живут открыто. Единственный минус этого рынка – это один туалет, у которого всегда большая очередь. Мартхал – это не только еда и закуски. Тут можно купить голландский сыр и огромное разнообразие сладостей и десертов. Вот, например, традиционный японский десерт из клейкого риса – моти, перед которым мы не смогли устоять. Вкусно? Скажи, как что внутри? У нас чизкейк. Это был самый нежный и мгновенно тающий моти из тех, которые мы когда-либо пробовали. Хороший десерт. Не хочу перебивать. Ну а напоследок мы купили кукурузные сладости, вымоченные в жидком азоте. И вы просто посмотрите, как он грациозно их готовил. Идем. Погоди, зачем? А здесь готовят мои любимые вафельки. Попробуем. Тепленько. Они же мои любимые. Вдоволь наевшись, мы пошли гулять по Роттердаму, городу, который живет в ритме будущего и хранит в себе следы прошлого. Здесь не чувствуется спешка, но ощущается энергия будущего. Гуляя, я ощущал разнообразные эмоции, переваривая все увиденное в этом путешествии. Трудно было осознать, что люди живут совсем другую жизнь, разнящуюся от жизни в Беларуси. Жизнь, тесно связанную с морем, где море и твой друг, и твой враг. Жизнь в абсолютно другом климате и с другими видами и возможностями вокруг. Роттердам стал финальной точкой нашего маршрута, но он звучит как запятая, а не точка, ведь сюда обязательно хочется вернуться. Спасибо, что вы были с нами в этом путешествии. Надеюсь, вам было интересно увидеть Нидерланды нашими глазами. И пусть эти кадры вдохновят вас на новые путешествия.
Thank you.